Последний раз полчаса назад, когда обедал с Григорием Федоровым в пиццерии. Оно наполняло все мое тело каким-то непередаваемым чувством эйфории. Мне было очень хорошо. Это когда после ночного перелета в кроватку лег. Мне кажется, сегодня, когда я от души поспал, а потом пришел и хорошо потренировался. Да, сейчас на тренировке, когда получались элементы. Какая-то некая эйфория в моменте. Удовольствие я получал от прошлых соревнований однозначно. Выступал на чемпионате Москвы, наверное, в тот раз получал последний раз удовольствие хорошее. Приятное чувство хорошо проделанной работы, вот, наверное, вот так. Последний раз, наверное, после хорошего проката, когда я прокатал произвольную и такой, это было хорошо. Сегодня на тренировке, когда прыгнул хороший прыжок в программе, я обрадовался, что получилось чисто. Испытывал удовольствие сегодня, потому что пережил тренировку. В среду в торговый центр ходил с очень хорошим человеком. Гуляли, кушали, фильм смотрели в киношке. Каждый день. Просто просыпаешься с хорошим настроением и от любого действия удовольствие. Также в среду, когда прощались, долгое время не увидимся. А если физическая боль, то не помню когда, если честно. Давно уже ничего не болело, и слава богу. Боль испытывал, когда подвернул ногу физическую. Вот, наверное, тогда. Было, наверное, месяц назад, вот так. Но у меня стандартная травма, часто подворачиваю. Нет, бывает просто травма какая-то беспокоит. И еще что-то, болезненность какая-то. Боль 2 года назад. 2 года назад. Прям боль. Матом жалко нельзя ругаться. Выругался бы нельзя. Культурный мальчик. На тренировке бывает иногда что-то болит. Чаще всего, слава богу, это какая-то небольшая боль, которую ты терпишь и тренируешься. Если действительно есть какие-то проблемы, когда сильно что-то беспокоит, то берется там какая-то небольшая пауза, и ты лечишься. В начале этой недели я проснулся от того, что трясусь как стиральная машинка. Плохое самочувствие, которое просто в один день пришло, в один день ушло. Психосоматика, наверное. Перед каждым стартом что-то приключается. Я же не катался долгое время, и раньше не обращал внимания на эти падения. Когда начал тренироваться, было много падений, и я понял, что действительно больно падать. Боль — это когда очень много работаешь, и потом что-то не получается. Вот это очень больно и обидно. Это бабочка на первом элементе, я думаю. Вот это настоящая боль. Нет у меня такого. Я не чувствую боль. Нет. Спокоен вообще. Честно, прям спокоен. Именно вот в данный момент, если брать соревнования, прям спокойствие. Вот с этого сезона решил, что надо просто сделать свое дело, и все. И как-то оно все ушло. Нет. На стартах я ощущаю подъем, какой-то энергетический прилив такой. Я бы не сказал, что я ощущаю давление. Конечно, на всех стартах ощущаю. Просто ответственность повышенная, да и все. Так, чуть ножки бывают подсковывают, но это проходит. Бывает чуть не потрясывает, просто ноги сводят, руки тяжелые такие становятся. Двигать тяжело телом чуть-чуть. А чтобы куда-то сбежать, нет. Когда такое давление происходит, все не очень идет, поэтому надо его избегать. Сейчас уже не чувствую давления. Но мне мой первый тренер сказал, что уже пора прекращать нервничать. И я как прислушался к этому, и сейчас уже не чувствую этого давления. Нет, на самом деле сейчас не ощущаю, спокойно себя чувствую. Я не знаю, куда оно делось, не хочу даже разбираться, меня это радует. Нет, не ощущаю, потому что я катаюсь для себя. Катаюсь, чтобы наслаждаться фигурным катанием. У меня остались силы на хорошие прокаты и никаких волнений, давлений и прочего. Раньше, да, но сейчас я стараюсь спокойнее. Вспоминать, как встречают зрители на прокатах, и просто ждать этого момента кайфа в программе. Я рад, что я сюда приехал и счастлив оказаться здесь, поэтому не ощущаю никакого давления. Летел ночью в самолете, и там чувствовалось вот это давление. Когда в бассейне купаюсь, тоже иногда чувствую давление. Чем больше ты выступаешь,
разных турниров проживаешь, сезонов, в каком-то плане становится легче. Наверное, ты проще относишься глобально вот к поездке на соревнования, что ты это делал уже не раз, не два, не 10, и там, даже, может быть, не 100, не знаю, не считал никогда. Но, с другой стороны, какой бы ни был старт, насколько важный или, может быть, довольно проходной, все равно волнение присутствует, это нормально. И, как говорил один великий русский фигурист, если ты не испытываешь волнения, то, возможно, тебе пора заканчивать. Это почти от всех, что отстань от себя. Пытаюсь, работаю над этим. Ну, напутствие, наверное, на соревнования дали. Елена Анатольевна Чайковская нас настраивала. А секрет — это уже такие наши нюансы командные. От своих тренеров они мне сказали, что нужно выходить, показывать свой максимум, верить в себя и заходить на каждый прыжок и не сомневаться в себе. Это, наверное, все идет от головы, потому что когда ты начинаешь настраиваться на старт, и, как правило, лезут разные мысли, которые мешают потом в прокате, и сейчас я стараюсь их как бы отключить, эти ненужные мысли, и кататься в свое удовольствие. Я советую обычно расслабиться. Головой расслабиться, не думать лишние мысли, не загонять в голову. В институт почаще ходить. Спи хорошо. Моему организму почему-то не удается долго спать, и вот. Поэтому я работаю над тем, чтобы улучшить свою продолжительность сна. Бери двойную пепперони с соусом барбекю. Держаться за воздух зубами. С любого прыжка просто держаться зубами за воздух, не падать. Никогда в себе не сомневаться и делать все на максимум в любом случае, всегда при любых условиях. А вот брать и не сомневаться. Понимать, что все умеешь, все можешь, и это для тебя не что-то экстраординарное. Выйти на старте и прокатать программу. Это просто обычная работа, по сути.